Как Дубай, Алексей? Отлично, жарко. Почти как в Сочи, только песка побольше. Настроение нормальное, чуть-чуть не доспал. А есть ощущение разницы климата? Имеется тяжело переносишь дубайскую и сочинскую? Дубайские и сочинские, но в Сочи реки, горы, озера, зелень. Здесь совершенно все другое, но так как я люблю русскую баню, фактически на улицу вышел как в бане. Я знаю, что ты любитель техники, любитель ноу-хау. В атмосфере этих новшеств и технологий, которые здесь, в Дубае. Самый комфортный город уже признан всеми, это Москва. Брать удобства там, доставки, сервисов и всего остального, Яндекс, по-моему, рулит сейчас, ну так объективно. По поводу других технологий, я таких других технологий здесь не вижу. Кондиционер, лампочки, стол, стулья. Музеев здесь интересные, да, есть. Музей вот вышел, и там и в песке копайся, может, что-то найдешь. Нет, здесь ничего нет. Почему нет? Никто же не знает, что под песком хранится. Может, здесь был когда-то Бедуинские мегаполис, эти. может, бедуинские останки, Золото. да, может, золото, может, древний город, никто же не знает. Пока не покопает, как-то так. Поговорим немножко о твоей форме. Как у тебя сейчас ощущение своего тела, какую форму набрал? Уже долгое время стараюсь следовать золотому правилу. Это двигаться между физической культурой и спортом. Я чувствую себя хорошо, ощущения тела отличные. Отличные от того, что может быть, наверное, не знаю, у человека, который отдает себя полностью процессу подготовки, да, здоровья и, соответственно, ставит на кон свое будущее. Свое будущее на кон в спорте профессиональном сейчас я не ставлю, потому что спорт для меня это как армрестлинг, он всегда в моем сердце. Я всегда буду тренироваться, наверное, то, как я сейчас тренировался, то, какие веса я сейчас поднимаю. Даже эти веса я стараюсь поднимать так, чтобы страховать себя, чтобы не поломаться, чтобы продлить ресурс эксплуатации собственного тела на долгие годы. Поэтому прекрасное состояние тела, прекрасное самочувствие. То, как это выльется уже в поединке, посмотрим. Как Энгин говорит, Алексей, на Алексея, когда я смотрю, как будто 7-месячный жеребец. Энгину, конечно, большая благодарность за 7 месяцев и то, что я жеребец. Но просто я люблю качать ноги. Я считаю, что тело человека, его храм, и он должен его полностью гармонично и правильно развивать. Когда люди начинают качать только руки, не качая ноги, чтобы не попасть в другую весовую категорию, слушай, это прям совсем. То, что ты говоришь сейчас, совмещать культуру спорта, здоровьем и так далее. Но не думаю, что после этого возвращения у тебя азарт, зная тебя, может, в азарт ты войдешь, в привкусие у тебя будет сейчас, а потом уже захочешь продолжить. Знаешь, я, наверное, навыигрывался. Азарт, наверное, нет. Я не азартный человек. Я воспринимаю, наверное, армрестлинг как часть своей жизни. Если мне комфортно, если я могу набрать физическую форму, не нарушая функции собственного здоровья, да, собственного метаболизма, то буду выступать. Если у меня не получится это сделать, тогда, наверное, буду просто бороться для себя. Так как, собственно, я до этого и боролся. Силовые хорошие, для того, чтобы все силовые кондиции, которые ты делаешь вне стола, зашли на стол, необходимо, конечно же, время. Даже по моему опыту, когда я начал тренироваться армрестлингом, 2000 год и 2002 год, это разные совершенно люди. В 2002 году я был уже гораздо жестче, во всех углах фактически и во всех положениях. Пару слов можешь сказать по поводу Джона? Как ты вообще его воспринимаешь в мире армрестлинга? Я понял вопрос. Я Джона воспринимаю как единственного легендарного армрестлера, единственного человека, на которого стоит равняться. Он показал реальное спортивное долголетие, это первый момент. Он боролся тогда, когда я родился. Это второй момент. И третий момент.
Джон это тот человек, который показывает культуру спорта. Он не кричит, не эмоционирует, не оскорбляет. Истории с трэш-токами, я не считаю, что армрестлинг должен быть вот с этими трэш-токами. Загрязнен. Да, я думаю, он должен быть более чистым, потому что это такой культурный способ демонстрации собственного доминирования. По поводу Девона, значит, ты не против вот этих, то, что вот делает? По поводу Девона, у него есть своя публика, свои, скажем так, фанаты. Я понимаю, почему они у него есть. Это человек, который, если раз проиграет, второй раз старается не проигрывать. Он подсобирает углы, он готовится конкретно. Он профессиональный, хороший атлет. То, что он говорит, я изначально думал, что это просто, ну, скажем так, шоу. Здоровье человеческое нельзя выносить в прямой эфир. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Вот за эти вещи, как бы, конечно, ну, наверное, вот даже мне стыдно. Последние 2 года то, что вот делают организаторы King of the Table и East West, насколько вот тебе нравится, что ты видишь, куда идет наш спорт? Снимают качественный контент. Это качественный контент, безусловно. Вот. Я бы, наверное, еще добавил около 3-4 камер и 3-4 ракурсов примерно. Я бы немножко унифицировал правила, потому что есть нюансы. Даже в том судействе, которое делает сейчас, ну, проходит на East and West и на King of the Table. Но в целом, это движение к профессиональному армрестлингу. Объединенный рейтинг. Объединенный рейтинг, да, единственный, да, чтобы было понятно, кто, сколько и как выступает. Нужно все-таки создать один единственный действительно рейтинг. Нам нужно создать дополнительную федерацию силового арм-многоборья. У кого-то нету стола, или даже если есть стол, то не с кем побороться, он может поднимать веса и понять, в какой он физической форме. Понимаешь, да? И вот нам нужно это тоже направление развивать. Поэтому движемся в правильном направлении, не семимильными, конечно, шагами, но движемся в правильном направлении. Матч ТВ, как когда-то это было Россия Спорт, вот, чтобы тоже там показывали армрестлинг. Потому что это культурный, красивый вид спорта, очень простой и фактически крайне дешевый для того, чтобы им заниматься. Нужен инструктор и стол, фактически все. И армрестлинг снимает напряжение, реально. Если брать школу, там, институт, да и в принципе жизнь. Поэтому армрестлинг хороший вид спорта, который достоин, чтобы его показывали и о нем рассказывали. Скажи, пожалуйста, пожелания свои болельщикам и Джону. Пожелания болельщикам и Джону. Джону здоровья, долголетия спортивного и еще долгих лет в армрестлинге. Это я вот желаю Джону по-настоящему. Болельщикам я желаю быть здоровыми, вот, здравомыслящими и двигаться по направлению, конечно, если вы хотите заниматься профессиональным спортом, но все равно искать компромисс между физкультурой и спортом. Это вот болельщикам. Потому что да, вы будете дольше тренироваться, да, вы дольше будете идти к результату, хотя тоже не факт. Возможно, у вас просто предрасполагающая генетика, и у вас все быстро получится. Вот. Возможно, армрестлинг вообще не ваш вид спорта. Вот. Но тем не менее, вы найдете себя тогда. Вот. А не будете гробить свое здоровье. Как-то так.